Такая вот фотография. Артемовск, 1931 год. Там сзади еще вон лавочки какие-то, магазинчики, видишь? Да. Ну ты не помнишь этот памятник, да? А ты в каком году там был? Ну, в конце Союза, перестройка. Да нет, я бы такой заметил. Привет, Вась. Ну, наверное, он был уничтожен еще Привет, привет. или до войны, или в войну, Великую Отечественную. Да, а где это? В том же... Так, мы сейчас идем. Кто узнает это место, кто давно не был в Харькове, конечно же, не узнает. А кто? Потому что реконструировали кардинально. Фонтан, раньше фонтаны были по центру, каскадом. Ну, а потом после реконструкции они не смогли воспроизвести так, как было. Почему-то, чем больше мы живем, тем мы не можем воспроизвести то, что было еще 50-70 лет назад. Ну, такова реальность. И в архитектуре, кстати, и в этих строениях фонтанов не могут понять, как же это было сделано. Ну и сделали уже как смогли. Фонтан теперь вот здесь. Нет, лестница хорошая, ну, конечно, Хорошая. С прошлой не сравнится. Та просто разрушилась. Та разрушилась. Нужно было делать... Сумасшедшие деньги восстановить ее. Они говорили, что дороже, чем построить новую, они говорили. Они вообще сказали, что они не могут там, ну, насколько мне известно, может быть, я ошибаюсь, что-то реконструировать те фонтаны, которые были сделаны 50-70 лет назад, невозможно. Точно так же... 55-го года это было. Правильно, так это уже прошло сколько, посчитай, уже больше. 60, Ну, 70. 70. Смотрите, ну какой здесь плюс? Здесь вот так вот можно заезжать на велосипеде, либо инвалиды на инвалидных колясках могут вот так вот зигзагом вот так вот заехать. То есть вот так, понимаете? Ступеньки, потом такой заезд. Ступеньки, заезд, ступеньки, заезд, ступеньки, заезд. Молодцы, сделали Да, для да. инвалидов класс. Да. Сейчас мы присядем на лавочку, и я вам кое-что расскажу. Значит, я сейчас пыталась начать снимать ролик, и такой идет человек. Hello! Такой счастливый мужчина в голубой футболке. Так Ромас говорит, это представитель. Ромас, ты думаешь, это был он? Да я не знаю. Не знаю, либо просто милый, добрый иностранец, жизнерадостный, либо, ну, я не знаю. Вот, кстати, все вы пишете, был ли гей-парад сегодня, был ли гей-парад, я обещала все разведать, рассказываю. Несколько моих знакомых сегодня пришли с площади, они живут недалеко от площади, сказали, что никаких парадов не было. Я вам еще раз говорю, у нас запрещено собираться толпами в связи с военной обстановкой, в связи с тем, что у нас военное положение введено с 24 февраля 2022 года, у нас военное положение. Запрещено собираться группами, поэтому вряд ли какой-то был такой парад. Они могут собираться группами только в подземелье, в бункерах. Возможно, где-то проходил парад закрытый в бункере, в подземелье. Ну, извините, мне приглашение, естественно, на ЛГБТ-парад никто не выписывал. Меня туда не позвали. На Сумской, на площади никаких парадов нет. Объявление было, я не видела никакого объявления. Меня атаковали зрители. Говорили, сними же нам наконец-то гей-парад. И я с 23 августа... Ромас говорит, с удовольствием бы сняли. Не, ну серьезно, нет никаких гей-парадов. Я подозреваю, что он все-таки был, но он где-то закрытый, он в каком-то бункере, подземелье где-то. Они сейчас, у нас запрещено собираться группами. Может быть, они по нескольку человек, по двое, по трое перебежками бегают где-то. Ну, там, знаете, на созвоне. Может быть, этот парад в онлайн-режиме, в телефонах. Либо он где-то в подземелье. Я думаю, вы меня прекрасно поняли, потому что у нас массовые мероприятия, которые в Харькове проходят, они проходят только либо на станциях метро, в безопасной зоне. В других местах не разрешено, запрещено. Поэтому, ну вот как-то не дали мне приглашение, вы понимаете, да, я на этот праздник жизни меня не позвали.
не могу снять видео, не могу показать. Очень много было комментариев и вопросов. Покажи же гей-парад. Ну нет его, нет. Ну как бы он есть, но меня не позвали. Поэтому этот вопрос, я думаю, ребят, закрыт. Если бы это было шествие вот так вот в центре города, вы прекрасно понимаете, я бы вам показала. Раньше у нас, кстати, всегда вот ходили футбольные фанаты. Вот когда у нас Евро 2012 было, и у нас такое творилось в городе в 2012 году. У нас проходил вот этот Еврокубок по футболу. Значит, поприезжали люди со всех уголков мира, футбольные фанаты, и именно орали вот так вот такими толпами. Но я тогда не вела свой канал, я не могу вам показать, что происходило. У меня даже видео нет, я не снимала тогда видео. Тогда именно толпы, тысячи, не знаю, сотни тысяч людей ходили по улицам с этими шарфиками, орали. Ну, а этих их не слышно, Это какое-то закрытое мероприятие, поэтому... Это никто не видел, это не было каким-то таким зрелищем для города Харькова, так что я думаю, что вы это прекрасно понимаете. Еще я вам хотела рассказать такой случай, который мы наблюдали с Норочкой позавчера в аптеке. Я забыла об этом рассказать. Вот, кстати, сегодня тема лекарств на барахолке мне об этом напомнила. Сегодня было очень много вопросов, откуда лекарства, с гуманитарки. Нет, это не с гуманитарки, это с мусорки лекарства. Чтобы вы понимали, которые я сегодня снимала на барахолке, продающиеся. Вот я снимала сегодня лекарства, там продавал возле туалета мальчик. И очень многие задались вопросом, это что, с гуманитарки? Нет, это лекарства просроченные с мусорки. И на них, кстати, есть активно, их покупают. Я не знаю, зачем это. Откуда ты знаешь, что это с мусорки? Ну, потому что я знаю человека, откуда он все таскает. Он все время все таскает. Да? Да. Ну, что же? И тем более там такие уже были порванные эти, ты понял, все придавленное, порванное. Я не знаю просто, о чем ты говоришь, я не знаю, честно говоря. Ну, я просто в шоке. Дело не в этом. Недавно мы с Норочкой 2 дня назад наблюдали такую картину. Мы в аптеке покупали лекарства для Рамаза. И женщина начала, знаете, вот возле кассы есть такой, я не знаю, в других городах и странах есть, у нас в Харькове есть. Прямо вот на кассе есть такая коробочка, куда люди бросают свои чеки. Ну, многие люди не забирают чеки, а бросают их прямо в эту коробочку на кассе. И вот женщина подбежала и на 3 кассах позабирала все чеки с этой коробочки. И говорит, мне надо. Понял, что за прикол или нет? То есть люди, по всей видимости, сейчас получают какие-то финансы. И вот ей надо было все вот эти вот чеки, она забрала чеки. Ну, конечно, это все наблюдать иногда забавно. Да, показывать, наверное, где-то нужно отчет какой-то вести, что что-то было куплено. В общем, сейчас каждый выживает как может, вот такие вот истории. Я никого, не дай бог, не осуждаю, не подумайте, я просто рассказываю истории из жизни. Потому что кто-то еще подумает, что я осуждаю. Нет, на самом деле я вам всегда вот говорю так, как происходит. Осуждаешь. Ну, Рамаз, мы же не знаем. Ну, какая, это не наше дело. Еще мне сегодня под моим под стримом вчерашним написал человек комментарий по поводу учебы в Харькове, по поводу первоклассников. Еще раз вам скажу, что 1-3 класс, 1, 2, 3 пошли в школу в метро. Им построили классы, оборудованные шумоизоляцией. И вот один человек написал, что все не так просто. А мы хотели, чтобы наш ребенок учился в метро. Но нам звонили каждый день и спрашивали, вы не передумали? В итоге в один день звонят и говорят, ваш ребенок единственный из всего индустриального района захотел учиться в метро. Поэтому мы не открываем класс на станции метро ХТЗ. Будете возить в центр? Естественно, мы отказались, так как утром все едут на работу, и ребенку в толпе будет сложно далеко ездить. В итоге на ХТЗ есть школа, только не для нас. Думаю, мы не одни такие были, кому так рассказали. Ну, я на самом деле не знаю, я не сталкивалась. У меня сейчас нет ни одного знакомого человека, чьи дети пошли в 1 класс. Ну, есть у нас у Виталика малой во втором, надо узнать. Он пошел в метро? Не знаю,
Нет, он же с перелома, у него ж связки, он на костылях. А, ты за Егора? Да, надо узнать, кстати, Егор. А, надо узнать, точно, у нас соседский мальчик пошел во 2 класс. И вот надо узнать, их класс входит вот в эту группу, которые учатся в метро. Я узнаю, я все узнаю. Я забыла совершенно. Знаете, эта жизнь уже в таком темпе, в ритме выбивает все. Да, действительно, у нас есть соседский мальчик, 2-классник. Я узнаю. Я не знаю. Вот я просто рассказала случай, что написал подписчик. Напишите, кстати, пожалуйста, напишите, мои дорогие зрители из Харькова. Есть у меня зрители, у кого детки пошли в 1, 2, 3 класс и пошли в метро, в эту метрошколу, оборудованную новую. Скажите, легко ли вам было туда устроить детей? Вот если вы хотели, если было желание, потому что есть люди, которые не изъявили такого желания и остались дома на онлайн. Я не знаю, честно, как можно самому научить ребенка читать, писать. Ну, это, наверное, что-то очень сложное, как по мне. Нелегко, скажем так, не каждый человек может научить своего ребенка. Ну, читать каждый может. Мы Нору научили читать, но писать, ну, прописи, это, наверное. Ну, в принципе, оно-то все можно. Можно научить. Гуманитарные науки, в принципе, это не сложно. А вот точные науки, это уже посложнее. Математику, там, алгебру. Математику 1, 2, 3 класс они учатся палочки считать. Это чепуха, да. Не знаю, мне кажется, 1, 2 класс это самый сложный, потому что закладываются основные знания у ребенка. Вот именно основные базы закладываются. Ладно, все. Всем хорошего, доброго, тихого вечера. Не забывайте поставить палец вверх под видео. Буду вам благодарна. И тихих, сладких снов, кто будет смотреть это видео уже перед сном. Смотрите, что мы нашли. Мы вернулись в магазин, и продавец сказал, что они нашли эту книгу. Куда эту? Ну, что, сейчас откроет, она такая страшненькая, что стоит. А я же вчера прибегала. Вы просто не поняли, да, из-за того, что она в такой... Да, она ж просто, я не понял, Да. какая, я ж думал, книга. Состояние не очень. Вы не да. понимаете, что вчера была дома. Для него это, для кого-то это какая-то гадость, а Да. для него это было... Припадок. 138 Спасибо. Так, показываю. Вот она, эта книга, которую Ромас забыл, как оказалось, не на остановке, а в супермаркете. Но ее вчера не нашли, нашли уже сегодня. Художественная школа в Харькове в 18 веке. Харьков, типография на Конторской, 1911 год. Из сборника Харьковского историко-филологического общества в память о профессоре Редине. Художественная школа в Харькове в 18 веке. Харьковский коллегиум вырос из школы, заведенной при Белгородском архиерейском доме. Школа эта носила характер общеобразовательный и, перенесенная в 1726 году в Харьков, приняла вид училища, где обучались одинаково дети всех сословий. Причем программа вскоре была расширена введением ряда светских предметов – математика, геометрия, иностранные языки, хотя управление оставалось в руках архиереев. Это училище снискало себе большую любовь и популярность среди населения Слободской Украины, что в результате повело за собой дальнейшее расширение коллегиума, прибавлением к составу его так называемых новоприбавочных классов, об учреждении которых в 1765 году последовал указ Екатерины II в виде резолюции на докладе об этом Сената. В 1768 году эти классы были уже открыты, явившись по существу своему особым учебным заведением, хотя и связанным с коллегиумом. Но у новоприбавочных классов был особый директор, и это вновь народившееся учреждение было подчинено губернатору и губернской канцелярии.